Одно маленькое изменение, одна мельчайшая деталь позволила мне улучшить результат по выманиванию корней у орхидей в разы. 20 корней у орхидеи в 4 этажа и цветонос в придачу. Это ли не результат за несколько дней и буквально на глазах? Сегодня я расскажу вам об этом неожиданном для себя открытии. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. В этом видео, как и во многих других на этом канале, мы не будем использовать ничего искусственного, ничего искусственно синтезированного и созданного руками человека. Мы будем использовать то, что дарит нам сама природа. Природа мудра, и она придумала за нас все то, что нам нужно, еще задолго до того, как мы с вами появились на свет. Использовать это природное средство для выманивания корней у орхидей и бурного зацветания орхидей я начала давно, и вас познакомила с ним давно. Корни за неделю, цветонос за 10 дней. Так назывались видео на канале Классика орхидейного жанра, в которых я знакомила вас с этим уникальным природным методом. Десятки, а то и сотни тысяч зрителей по всему миру воспользовались этим методом и получили грандиозные результаты. А сегодня мы дадим этому методу не просто силу, а суперсилу. Итак, сегодня мы с вами снова поговорим об алоэ, но начнем использовать его несколько иначе. Издревле алоэ считали священным растением. Его изображения были найдены еще в IV веке до нашей эры на стенах египетских усыпальниц. Его же приносили в качестве одного из жертвенных даров во время погребения фараонов и использовали при бальзамировании. В Египте это растение называли растением бессмертия. Арабы считали растение символом терпения за его стойкость к жаре и засухе. Кстати, сабур, так называют сгущенный сок алоэ, так и переводится – терпение. Он обязательно входил в составы любых старинных эликсиров вечной жизни. На Западе алоэ считался растением Венеры, способным привлекать любовь, а также эмблемой веры. В Мексике букет из цветков алоэ дарят молодоженам, считая, что это растение приносит удачу. О целительных свойствах алоэ можно говорить бесконечно, хотя не все они до сих пор исследованы учеными. Алоэ наполнено множеством питательных веществ, включая витамины А, В, С, Д, Е, В12, медь, магний, калий и цинк. Для выращивания алоэ в промышленных масштабах разрабатываются отдельные и самые разнообразные технологические процессы. Алоэ вера выращивается на тысячах акров отборных земель в США, Доминиканской Республике, Южной Корее, Мексике и, конечно же, на Канарских островах. Но если вы не живете в той стране, где алоэ растет на улице, буквально под ногами, если вы не живете в той стране, где алоэ выращивается в промышленных масштабах и продается в овощных отделах супермаркета, вам вполне подойдет другое алоэ. Алоэ древовидное, столетник или бабушкино алоэ. Такой вид алоэ чаще всего можно встретить на наших подоконниках. Именно такое алоэ выращивается в моей семье на протяжении минимум 4 поколений. И именно это алоэ позволило мне сделать открытие, о котором сегодня идет речь. Наверное, это удивительно, но на темной западной лоджии моей мамы ничего, кроме алоэ, не растет. Зато алоэ заставлены 2 больших подоконника. Сколько я себя помню, эти многолетние кусты алоэ до Нового года всегда стояли на лоджии, а потом заносились домой. Дверь на лоджию всегда была открыта.
С наступлением этой зимы что-то пошло не так. То ли зима пришла слишком рано, то ли дверь на лоджию случайным образом закрыли. И как результат все эти домашние плантации алоэ замерзли. Замерзли все и разом. И я, признаюсь, растерялась. Я не знала, что со всем этим делать. Замерзшие плети алоэ висели, как померзшие огурцы. И я срезала несколько этих кустов, засунула в полиэтиленовый пакет и принесла домой. Дома я впихнула эти пакеты в холодильник, потому что алоэ стало размораживаться и сок из него начал течь рекой. Тогда мысль об использовании алоэ после глубокой заморозки мне даже в голову не пришла. Около 2 месяцев пакеты с замороженным алоэ занимали место у меня в морозилке, и я перекладывала их туда-сюда. В конечном итоге что-то щелкнуло у меня в голове, и я решила это алоэ использовать. Отделив несколько листьев замороженного алоэ от общей массы, я поместила их в стеклянную емкость. Для того, чтобы листья поместились в емкость, я поломала их на мелкие кусочки, примерно 2 см длиной. При размораживании вся желеобразная мякоть листьев алоэ превратилась в чистый сок. После разморозки осталась лишь оболочка листа и много-много сока. Для наглядности я перелила содержимое прозрачной стеклянной емкости в пластиковую и непрозрачную, для того, чтобы вам было лучше видно, как много чистейшего сока алоэ отделяется. Использовать этот сок алоэ я решила на одном прелюбопытнейшем экземпляре фаленопсиса в моей коллекции. Это растение приехало ко мне в декабре 2021 года, то есть чуть более года назад, из другого города Приморского края. А любопытным было то, что многие листья этого растения были отломаны, а затем вновь приклеены к растению с помощью садового вара. Приклеенные листья и остатки от них, которые прилегали к стволу, со временем стали желтеть и засыхать, что вполне естественно. И несмотря на то, что фаленопсис прекрасным образом процвел, он не показывал никакого корневого движения от ствола, то есть корни от ствола этой орхидеи в принципе не росли. На фоне общей картины усыхания остатков листьев от ствола орхидеи эта ситуация меня крайне настораживала. И поскольку ни в каких других исследованиях эта орхидея не принимала ранее участие, эксперимент можно было считать чистым. Итак, в исследовании принял участие фаленопсис без активного корневого роста от ствола в течение длительного периода времени. Я наносила чистый сок алоэ кисточкой на ствол орхидеи в том месте, где ожидала получить корни. Признаюсь, я не ожидала такого результата, тем более так быстро. Корни стали появляться один за другим, буквально как грибы после дождя. В 4 этажа, с 2 сторон ствола, 20 корней практически одновременно. Неожиданным и в то же время приятным бонусом стало появление нового цветоноса. И все это одновременно и одномоментно, все разом. Я не могла поверить своим глазам. Быть может, это совпадение, быть может, посреди зимы вдруг случилось что-то, что заставило эту орхидею активировать корневой рост и рост цветоноса просто так, без участия алоэ. Такое может быть? И прежде чем предъявлять вам результат, прежде чем показывать очередное чудо, сотворенное на сей раз размороженным соком алоэ, я решила эксперимент повторить. Но на этот раз исходные данные задачи я еще больше усложнила. Есть в моем хозяйстве вот такое убитое жизнью чудо, находящееся у меня на восстановлении. На момент начала моего восстановления этой орхидеи у нее было всего 2 листа, похожих на измятый пергамент.
а также полное отсутствие корней и стремление к жизни. Начиная с осени прошлого года, несколько несчастных корней этой орхидеи мне все же удалось нарастить. Почему эти корни я назвала несчастными? Потому что из 5 появившихся корней выжило только 3, и те росли с переменным успехом. Но даже эти 3 несчастных корня позволили мне полностью восстановить тургор этой орхидеи-страдалицы. Давайте рассмотрим эти печальные корни. 2 из них в относительно активном состоянии, а 3-й корень прекратил свой рост. Действие процесса на вашем экране происходит в пятницу, 3 февраля 2023 года. Я использую сок алоэ из размороженных листьев алоэ и кисточку. Сок алоэ комнатной температуры. Кисточка для рисования максимально мягкая. Я нанесла сок алоэ на ствол орхидеи однократно и принялась ждать. Я намеревалась сделать видео в день получения результата, а сделала его на день позже. Зато мы сможем увидеть, как за один день изменилась величина корней. И что стало происходить с теми корнями, которые уже были у орхидеи. И что же мы видим? Корни появились значительно быстрее, но корней существенно меньше. Конечно, для окончательных выводов прошло слишком мало времени, ведь прошло всего 3 дня. А вот эти же самые корни еще через день. Посмотрите, как они подросли. Чудеса стали происходить и с тем корнем, который уже был у орхидеи, но не показывал рост. Этот корень раздвоился и теперь будет расти 2 вершинами в 2 разных направлениях. Вновь явленные корешки уже начали загорать и проявлять пигментацию. И вот так в целом прекрасно чувствует себя орхидея, которая еще несколько месяцев назад не собиралась оставаться на этом свете. И поскольку у нас появилось это дополнительное время, мы можем посмотреть на развитие первой орхидеи-участницы этого видео в динамике. Корни у орхидеи продолжают пробиваться в геометрической прогрессии. Их все больше и больше. Они буквально заполонили собой все. Буквально на глазах за считанные дни существенно подрос цветонос. А это значит, что через месяц-другой состоится новое, дивное цветение. А теперь тем зрителям, которые вместе со мной уже разгадали тайну суперсилы замороженного и размороженного сока алоэ для наращивания невероятно красивых корней, я покажу прошлое цветение этого фаленопсиса и немного расскажу о сорте. Итак, на ваших экранах корневая система фаленопсиса Будда Трежа или сокровища Будды. Некоторым зрителям этот сорт известен под другим названием – Piccolo Red. Этот гибрид был зарегистрирован в английском королевском садоводческом обществе 20 августа 1992 года. Его родителями являются фаленопсис Buddha Gem и фаленопсис Golden Glory. Цветоносы у данного сорта длинные, способные к разветвлению револьверного типа цветения. Первое цветение и сразу на 2 цветоноса случилось у моего растения летом прошлого года. Началось в самом начале лета, а продолжилось до глубокой осени. А все потому, что фаленопсис способен постоянно доращивать свои цветоносы. Цветок у данного сорта не крупный, около 5 сантиметров, и не ароматный. Зато чрезвычайно яркий, блестящий, переливающийся и неизменно привлекающий взгляд. Данный сорт относится к теплолюбивым, поэтому в летнее время спокойно переносит температуры до 30 градусов Цельсия. При этом зимние температуры не должны быть слишком низкими. Температура 15 градусов Цельсия
является для этого сорта критичной. Какой-то особой требовательности в уходе за этим сортом я не замечала. И несмотря на то, что мне досталось не совсем полноценное растение с травмированными листьями и стволом, оно не доставляло мне каких-то особенных хлопот в уходе. Фаленопсис, в генной инженерии которого принимало участие огромное количество видовых фаленопсисов, способен формировать небывало красивую и мощную листовую массу. На стволе у взрослого растения одновременно способно держаться 6-8 пар листьев, а это значит 12-16 листьев одновременно. При достаточном количестве естественного солнечного света листья данного сорта проявляют очень красивый фиолетовый пигмент. По наличию или отсутствию этого пигмента на листовых пластинах и корнях этой орхидеи вы можете определить, достаточно ли вашей орхидеи света для здорового развития и цветения. Мое растение посажено в пластиковый прозрачный горшок стандартного диаметра 12 см. Субстрат, как всегда, сборный и сочетает в себе кору хвойных пород деревьев, кокосовое волокно, кокосовые чипсы, кремниевит и резаный мох. Частота и интенсивность полива зависит от фазы развития растения. Чем больше у орхидеи чего-то растет, тем интенсивней и чаще полив. Запомните правило: если у орхидеи ничего не растет и орхидея не цветет, полив сокращаем. Если вы хотите узнать о поливе орхидей более подробно, на канале есть видео с определенным алгоритмом полива в зависимости от фазы развития орхидеи. Когда, сколько и как правильно поливать орхидеи. Ссылку на видео я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. Вот так на цветоносах практически метровой длины цвел фаленопсис Будда Трэжа осенью прошлого года. Лично мне цветение на столь длинных цветоносах никогда не нравилось, поэтому я обрезала оба цветоноса до первой меристемной почки, после чего растение дружно засушило оба цветоноса. В данной ситуации выбор делает каждый для себя. Кто-то ждет появления нового цветоноса, кто-то радуется цветению на старых. А теперь, друзья, давайте еще раз оценим этот великолепный результат по наращиванию многоэтажных корней фаленопсиса. Результат действия сока из размороженных листьев алоэ. Без химии, без искусственно синтезированных активаторов, стимуляторов, энергенов. Великолепные, здоровые и сильные корни орхидеи. И если вам понравился мой новый опыт по использованию сока замороженных и размороженных листьев алоэ и этот грандиозный результат, обязательно напишите об этом в комментариях. А пока вы пишете, я напомню вам, что 19 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.